Всем салют, друзья! Рад вас приветствовать у себя на канале Фэншоп, полезный и не очень. Сегодня я хочу познакомить вас со свеженькой новинки от компании Realme, модель Realme 14 Pro. По моему мнению, данный девайс является лучшим по соотношению цена-качество. Здесь есть все, что нужно. Яркий запоминающийся дизайн, довольно производительный процессор, как для своей цены, отличные камеры, превосходный экран и бонусом завезли еще полноценную защиту по стандарту IP69. И все это, ребят, до 25 тысяч рублей. Невероятно, согласитесь. Давайте открывать и знакомиться с ним. Но перед этим, ребят, попрошу немного активности. Поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на канал, если еще не подписаны, и напишите, как вам в целом 14 серия. Спасибо. Ну а теперь погнали. Вот такой вот яркой желтой коробочке он у нас приходит. Все по стандарту. Realme здесь, конечно, не удивляет. Единственное, что текстурированная такая коробка стала. До этого она была просто желтого цвета. Слышите? Да. Покажу поближе. Такая текстурка образовалась. А так все по стандарту. Единственная надпись АИ такая присутствует. Версия у нас русская. Видим жемчужный белый. Заказывал с Алиэкспресса. Приехала довольно-таки быстро, за 3 недельки. Попал под новогодние праздники, поэтому немного задержалась. Как видим, здесь у нас вынесены все характеристики. Это Sony, камера Sony на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией. Процессор довольно, кстати, неплохой, Dimensity 9300 с поддержкой 5G. Аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой 45-ваттной зарядки. Ну и полноценная защита по стандарту IP69. Ну и здесь вся характеристики, где произведено, срок службы и гарантия. В принципе, все по стандарту. Давайте открывать. Такой вот коробочки желтое все дело приезжает. Оп. Make it real. Язычок, что все это дело у нас приподнимать. Конвертик. В конверте нас встречают, ребят. В конверте нас встречает скрепочка. Здесь у нас, ребят, макулатура, краткое руководство. Здесь, конечно, на русском все будет информация. Напомню, это у нас русская, видим на русском языке все. Это у нас русская версия, еще раз таки напоминаю. Чехол. Ребят, чехол, кстати, довольно-таки качественный. Видим, не просто какой-то а-ля прозрачная калоша, а очень даже качественный. Видим надпись Realme, и он имеет такую шершавую текстуру. Видим. Очень приятно. Вот, все это дело вот так выглядит. Довольно-таки неплохо. И здесь, кстати, у нас дублируется, ребят, надпись так же, как и на самом телефоне. HyperMage Plus и со светосилой f1.10, f1.8 и 20-кратное приближение. Видим. Прикольно сделано. Что, действительно прикольно. Молодцы. Хоть нормальный, хороший чехол начали класть. Заглушечки нет. И это хорошо. Дальше нас встречает сам телефон. Давайте мы его пока отставим в стороночку. Картонка. Подставочка под телефончик. Берем его пока в сторонку. Блок питания, ребят. Хороший, большой блок питания на 45 Вт. Отлично. Ну и шнур питания. USB на Type-C. Стандартная, в принципе. Это все. Все. Неплохо. С учетом современных тенденций. Очень даже богатая комплектация. Скажу так. Друзья, если вы хотите оперативно получать свежие новости о новинках, подписывайтесь на мой одноименный телеграм-канал. Там я каждый день публикую огромнейшее количество новостей и горячие предложения от Алиэкспресс по самым выгодным ценам. Переходите, ссылочка внизу в описании. Ну а теперь переходим к самому приятному. И это наш смартфончик. Вот в таком пакетике он поставляется дополнительно, защита. Как видим, здесь у нас же все это дело вынесено, все краткие характеристики, которые я только что зачитал. С камерой, с 20-герцовым экраном, аккумулятором и процессором. Ну и защиты IP69. Снимаем нашу пленочку. Убираем. Она нам больше не нужна. Да.
ребята. Здесь, соответственно, наши наклеечки. Давайте их тоже снимем. Они нам не нужны. Ну, ребят, как? Неплохо, да? Очень даже неплохо. Дизайн, конечно. Жемчужный белый цвет, ребят. Есть еще черный, текстурированная задняя поверхность, крышка как будто бархат. У меня в данном случае жемчужно-белый. Он имеет, кстати, свойство, ребят, хамелеон. Он может менять цвет. Давайте сейчас попробуем, продемонстрирую. Ну, как сказать, достану с холодильника кусок льда и проверим. Видимо, вот такая вот текстура у него. Очень круто. Ну, давайте чуть-чуть попозже, пока его включим. Пускай он включается. Давайте. Вот, завибрировал. Realme Power by Android. Пока он у нас включается, давайте пробежимся по кнопкам и элементам управления. С правой стороны у нас разместилась качель регулировки громкости. Чуть ниже кнопка питания. Как он красиво выглядит, да? Ребят, очень круто. Так, на нижней грани у нас решетка динамика, порт для зарядки Type-C, лоток для сим-карты, микрофон и лоток для сим-карты. Давайте сразу откроем и посмотрим, какой он у нас. Полноценный, либо обычный. Но обычно во флагманы в такие вещи они ставят, конечно, обычные. Они размещают обычные лотки, чтобы карту памяти нельзя было вставить. Ну, скорее всего, здесь также. Потому что все-таки надо сразу определяться, сколько вам нужно будет памяти. Давайте откроем. Ну да, так же, как в принципе я и предполагал. Как видим, ребят, здесь у нас красный уплотнитель. Можно разместить 2 сим-карты без поддержки карт памяти. Так что с памятью определяйтесь сразу же, так сказать, на берегу, ребят. Да. Все. Вставляем. Так. Оп. Так, дальше у нас. На левой стороне у нас ничего нет. Она у нас гладенькая. На верхнем конце разместился микрофон. Я так понимаю, это инфракрасный порт. И еще один микрофон. Круто. Ну и на задней панели, ребят, ну смотрите, какой красавец. Блок камеры X-Mage. Надпись Realme. Очень круто. Вот здесь у нас такой на безеле вокруг есть надпись HyperMage. HyperMage плюс светосилой F 1.8, 24 мм, 20-кратный зум. О, круто, ребят. Дизайн, конечно, дизайн. Топчик, бомба. Шик, блеск, красота. Кому тоже, ребят, дизайн понравился, ставим лайк. Мне очень зашел. Получился? Ребят, ну смотрите. Первое сразу же бросается в глаза, конечно, это экран, ребят. Ну он хорош. Он невероятно хорош. Видимо, у нас выполнен по технологии водопад с закруглением. Такое ощущение, как будто рамок практически нет. Он просто шикарен. Он невероятен, ребят. Очень круто смотрится. Здесь у нас стоит уже новая Realme 6.0 из коробки. Давайте я вам покажу. Программное обеспечение. Видим. Свежайшая стоит. Ну, шикарно. И Android 15. Сразу же и из коробки. Это очень круто. Давайте попробую достать лед и попробуем поменять его в цвете. Как это будет. Ну что, друзья, достал я кусок льда. Давайте проверим, как он будет менять цвет. Надеюсь, вам видно. Давайте проверим сразу сходу. Видите, ребят, смотрите. Магия. Ай, какая красота. Видим, какой он яркий, жемчужный. И тут же греется, отогревается. Круто, очень круто. Это все реализовано. Смотрите. Шикарно. Магия. Это просто магия. Очень круто.
просто зачет, ребята. Смотрите. Молодцы. Вот мелочь, но очень радует. Продолжим. Выглядит это, конечно, все очень и очень эффектно. Давайте я вкратце расскажу о его главных характеристиках. Корпус у нас полностью пластиковый, но, как видим, пластик довольно практичный и симпатичный. На нем совершенно не остаются отпечатки пальцев, что весьма радует. И в принципе, я бы, наверное, носил его даже без чехла, хотя чехол довольно качественный. Давайте проверим, как он у нас сидит в чехле. Легко очень одевается, как видим. Но магия пропадает. Он становится полностью темный, и все его волшебство куда-то исчезает. Но чехол довольно неплохой, кстати, ребят. Он тоже такой же матовый, такая текстура, как и темная версия, бархатистый такой. Видим надпись Realme. В принципе, кто заботится о своих гаджетах, можете носить, конечно, и в чехле. Но я бы его, конечно, носил без чехла. С учетом того, что он практически не боится ничего, у него, я помню, заявлена защита по стандарту IP69. Так, пробежимся по габаритам. Высоту он у нас 162,8, ширину 74,9 мм, а толщина у нас всего 7,6 мм, что очень и очень впечатляет. Давайте проверим, сколько он у нас весит. Весит он у нас 182,6 грамм. Ну, 182 грамма. Пленочка на нем, так что я думаю, где-то плюс-минус погрешность. Что довольно неплохо. То есть в руке он лежит очень хорошо, не будет оттягивать. Карман, как говорится, можно носить смело. Летим дальше, переходим к одной из главных фишек данного смартфона. Это, конечно же, экран. Здесь у нас OLED-матрица, закругленная по бокам. Выглядит это невероятно эффектно. Диагональ, ребят, у нас на 6,77 дюймов с частотой обновления в 120 Гц. Заявлена хорошая яркость 4500 нит. Это мы, конечно, проверим в подробном обзоре. А так, экран вызывает только восхищение. Отличная яркость, прекрасные углы обзора. Ну, что можно сказать, это OLED. Плюс вот это вот экран водопад, закругленный по бокам. Многим это не нравится, многим нравится. Я отношусь ко второй категории. Мне кажется, что закругленный экран выглядит более эффектно, что ли. Возможно, это не очень практично для геймеров, но именно для обычного обывателя это очень крутая фишка. Пару слов скажу и о операционной системе. Она у нас здесь самая свежая. Realme UI 6.0, которая базируется на новейшем Android 15 версии. Чем мне нравились всегда Realme, так это своей простотой и отсутствием рекламы. Все интуитивно понятно, без всяких заморочек. За это им жирнющий плюс. Ребят, напишите в комментариях, какая оболочка нравится именно вам. Я почитаю в комментариях, будет интересно. Спасибо. Переходим к начинке. Аппарат построен на свежей платформе от MediaTek Dimensity 7300 Energy. Это 4-нанометровый камень, который по заявлению производителей выдает довольно хорошую производительность. Давайте проверим. Сейчас установлю Antutu и посмотрим, что он нам выдаст. У меня версия базовая на 8,256 гигабайт. Оперативка у нас быстрая типа LPDDR5. Ну что, друзья, довольно неплохой результат, почти 750 тысяч баллов. Я ожидал худшего. Можно сказать, что это отлично сбалансированная платформа. Давайте я установлю Genshin для проверки, так сказать, на скорую руку. Ну, в подробном ролике, конечно, погоняем его на полную. Как видите, друзья, отлично идет. На взгляд порядка 50 кадров, плюс-минус. И это на высоких настройках графики. Более подробно испытаем его в полноценном обзоре. Пишите, друзья, в комментариях, какие игры включить в игровой тест. Что касается звука, то здесь все на уровне. На борту полноценное стерео с хорошим, качественным звучанием. Послушайте пример. Очень громко ровно. По камерам здесь все довольно интересно. Основной блок получил два сенсора. Главный датчик Sony IMX882 на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией изображения и апертурой f1.8. Он, кстати, такой же, как и в Pro версии. Плюс 2-мегапиксельный монохромный датчик со светосилой f2.4. Хочу отметить и нестандартное расположение вспышек. И, кстати, 3. Называется эта система Magic Glow. Как видим, можно регулировать оттенок,
делая его более теплым либо холодным. Предназначена она прежде всего для улучшения ночных снимков. Все это дело подробно рассмотрим в полноценном обзоре. Третьей камеры нет, и это основное отличие от прошки. Здесь просто заглушка. Фронтальная камера на 16 мегапикселей с апертурой f2.4 с заявленной электронной стабилизацией. Вот небольшой пример съемки. Так, ну что, друзья, погодка, конечно, не особо летная, но что сделаешь, это Питер, ничего не сделаешь. Решил записать для вас видео демонстрации записи Realme 14 Pro. Видео пишется на основную камеру в 1080-60 кадров в секунду. Иду быстрым шагом, слушайте, как микрофон работает. Это будет быстрый подсъем, так сказать, для моего обзора распаковки. Вот так вот он у нас пишет. К сожалению, погодка, конечно, не самая летная для записи, но ничего не сделаешь. Так, здесь у нас приближение, зум 2х, 5х. Так, это дело у нас отрабатывает. Здесь у нас, напомню, датчик стоит от Sony AMX882 с оптической стабилизацией изображения. Давайте быстренько проверим, как у нас автофокус срабатывает. Ну, давайте. Сейчас вот на вот этом домике маленьком. Главное не упасть. О. Нет, с автофокусом у него все прекрасно. Все отлично работает. Так, а это мы тестируем селфи-камеру. Здесь у нас на 16 мегапикселей. Со светосилой 2.4. Видео снимаю на одной руке. Иду быстрым шагом. Так у нас отрабатывает стабилизация. Видим, ролик шантра нет никакого. Ну и, конечно, быть не может. Понятное дело, в смартфоне. За 20-очку-то. Как-то вот так. Да, забыл сказать, что у нас еще у нашего сенсора, у нашего смартфона стоит второй датчик. Это у нас монохромный с апертурой 2.4, 2-мегапиксельный. Ну и в принципе все. То есть два сенсора. Получается, она отличается от прошки. Урезанная версия, то есть выпилили ширик, к сожалению. Но может быть и к счастью, Для многих, в принципе, ширик не особо нужен, поэтому зато получили прекрасную стоимость. Вот как-то так у нас снимает. Ну что, друзья, осталось рассказать о аккумуляторе. И будем подводить итоги. Не хочу затягивать видео. Здесь он у нас на 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 45 Вт. По ощущениям, полный заряд происходит приблизительно за 40 минут, плюс-минус. Конечно же, надо упомянуть и полноценную защиту по стандарту IP69, благодаря которой аппарат не боится полного погружения в воду. Добавьте сюда и наличие всех актуальных брендов в нашей стране, и по итогу мы имеем отличный сбалансированный гаджет с идеальным сочетанием цены и качества. Первое впечатление от смартфона только положительное. На данный момент я считаю его идеальным выбором для обычного обывателя. Здесь нам и классный дизайн с прохладной изюминкой, довольно неплохая производительность, шикарный экран, достойная камера и, конечно же, полноценная защита от влаги и пыли. Возможно, я поменяю свое мнение после полноценного обзора, но пока это сильное заявление на звание топ за свои деньги. Пишите, друзья, свое мнение о данном девайсе, если по вашему мнению ему альтернатива. Я почитаю и подискутирую в комментариях. Подписывайтесь на все мои социальные сети: YouTube, Rutube, VK, Zen, Telegram. Там я периодически выкладываю много всего интересного. Всем мира, добра и позитива. И пусть все у вас будет по фэншую. До новых встреч. Пока-пока.